Глава 1221. Гора божественной эссенции. Магическая сила охватила все тело Ханьли в выступлении, и он издал низкий крик. Яркий духовный свет вспыхнул с поверхности огромного меча, и меч вздрогнул, превратившись в полоску золотого света, напоминавшую червя, кружившего в воздухе, а затем обрушился на формацию со всей свирепостью. С грохотом золотой свет ударил в массивный бронзовый столб. Перед силой золотого света бронзовый столб выглядел так, словно был сделан из бумаги, и его было легко разрезать пополам. Издалека казалось, что сценарий, разворачивающийся на горизонте, напоминал конец света. Все культиваторы коалиции Звездопада, расположенные поблизости, поспешно поднялись в воздух на своих магических сокровищах. Такое громкое волнение, естественно, привлекло внимание всех культиваторов с обеих сторон. Таким образом, Ханьли, естественно, оказался в центре внимания. При виде Ханьли на лицах всех людей появилось совершенно противоположное выражение, некоторые были в ужасе, а другие были в восторге. Конечно, не у всех была возможность обратить свое внимание на Ханьли. Например, Ханьли в настоящее время смотрел на мужчину и женщину, охваченных жестокой битвой с 5 массивными призрачными головами, у которых не было возможности обратить внимание на вспыхнувшие землетрясения. По совпадению, дьявольская ци и розовый ароматный туман, испускаемый дьявольскими близнецами Лань, были полностью подчинены серовато-белому дьявольскому пламени, вспыхивающему изо ртов 5 призрачных голов, поэтому они явно были оттеснены. Старейшина Чжао и старейшина Ма пришли в восторг при виде этого и сразу же бросили свои сокровища в сторону близнецов Лань, чтобы погрузить их в еще более опасную ситуацию. Что касается дюжины или около того роев золотых жуков, выпущенных Ханьли, они также доминировали на поле битвы. По приказу Ханьли жуки нападали только на культиваторов коалиции Звездопада ниже стадии зарождающейся души. Они пронеслись по полю битвы в виде золотых облаков, и независимо от того, какие сокровища использовались, чтобы защититься от них, все они были поглощены жуками. В течение нескольких минут золотые прожорливые жуки полностью сожрали несколько десятков культиваторов. Все культиваторы коалиции Звездопада поблизости были в абсолютной панике, и все они отчаянно пытались сбежать от скоплений жуков. Тот факт, что Ханьли только что одним ударом меча только что уничтожил ядро формации небесного огненного ветра, еще больше усугубил их панику, и моральный дух упал до рекордно низкого уровня. Многие из культиваторов коалиции Звездопада уже сбежали с поля боя. Сначала их было всего несколько, а затем дюжина или около того быстро превратились в сотни бегущих вдали. Ханьли даже не нуждался в дальнейших атаках, и поражение коалиции Звездопада уже было неизбежно. Старуха и пожилой мужчина по фамилии Лун видели, что ситуация резко изменилась в худшую сторону, поэтому они также сразу же стряхнули своих противников и улетели так быстро, как могли. Дьявольские близнецы Лань также прекрасно понимали, что было бы неразумно оставаться здесь дольше, и внезапно собрали несколько могущественных сокровищ, а затем одновременно активировали их. При этом 5 призрачных голов были временно отброшены назад, создавая тем самым путь к спасению для этих двоих. При виде этого Ханьли нахмурился и без колебаний взмахнул розовыми крыльями, исчезнув в мгновение ока. Не успели дьявольские близнецы Лань сбежать от призрачных голов, как впереди них раздался глухой раскат грома, вслед которым появился Ханьли, отрезав им путь к отступлению. Сердца двух дьяволов сразу же ушли в пятки при виде холодного и бесстрастного Ханьли. Тем не менее, оба они были мощными культиваторами дьявольского да, поэтому они, конечно, не собирались сдаваться и позволять себя убить. Таким образом, они переглянулись между собой и одновременно сделали жест заклинания, собрав несколько сокровищ разных цветов. В то же время их тела качнулись, и они оба использовали дьявольские техники, атакуя Ханьли. Взглянув на это, в глазах Ханьли мелькнуло намерение убивать. Несколько дней спустя все море рассеянных звезд было в огромном волнении. Мало того, что финальная битва между Дворцом Звезд и коалицией Звездопада началась намного раньше, чем все ожидали, от конечного результата у большинства людей челюсти попадали на землю. Не только Вань Тиньмин из 1000 врат просветления погиб во время этой битвы, также были убиты многие высокоранговые культиваторы коалиции Звездопада, а также знаменитые дьявольские близнецы Лань. Таким образом, имя Ханьли стало известно практически всем море рассеянных звезд. Некоторые люди даже раскопали информацию о прошлом Ханьли, особенно о том, как он получил небесный котел из зала небесной пустоты еще до достижения стадии зарождающейся души, и как на него охотилась коалиция Звездопада после этого инцидента. Бесчисленное количество культиваторов, море рассеянных звезд, были поражены этими легендарными рассказами, и уже не было никого, кто бы осмелился охотиться за небесным котлом. В следующие несколько месяцев Дворец Звезд задействовал большое количество культиваторов, чтобы вернуть утраченную территорию, а также выследить высокоранговые культиваторов коалиции Звездопада, которым удалось сбежать. В конце концов, они одним махом достигли главной базы коалиции Звездопада.
Старейшины зарождающейся души коалиции звездопада не хотели уступать и собрали группу могущественных культиваторов, чтобы снова сразить с Дворцом звезд. В этом случае коалиция звездопада, естественно, потерпела еще более тяжелое поражение, не имея культиватора на поздней стадии зарождающейся души в своих рядах. Они использовали 3 культиватора на средней стадии зарождающейся души, чтобы позаботиться о Ханьле, и Ханьли с легкостью убил 2 из них. Последний культиватор смог сбежать с неповрежденной зарождающейся душой, используя какую-то секретную технику, но его тело было разрезано пополам, и даже если он сможет успешно овладеть новым сосудом, он, скорее всего, не сможет восстановиться до своей первоначальной базы культивации. Таким образом, за короткий промежуток времени в полгода Дворец звезд снова стал правителем моря рассеянных звезд, и все другие секты и державы вновь заявили о своей верности Дворцу звезд. Лин Юлинь воспользовалась этой возможностью, чтобы предложить оливковую ветвь низкоранговым культиваторам коалиции звездопада, которым удалось сбежать, но она не пощадила очень немногих оставшихся старейшин коалиции звездопада стадии зарождающейся души. Таким образом, коалиция звездопада начала рушиться изнутри, когда все низкосортные культиваторы переключили свою верность на Дворец звезд, в то время как оставшиеся высокоранговые культиваторы сбежали, спасая свою жизнь. В мгновение ока могущественная коалиция звездопада была стерта с лица земли моря рассеянных звездных. Полгода спустя мужчина и женщина пробирались по длинному коридору в животе священной горы небесного звездного города. Этот коридор был полностью вымощен нетронутым белым нефритом, создавая безупречные зеркальные поверхности. Женщина была изящной красавицей, в то время как внешность мужчины была намного более приземленной. Это были никто иной, как Ханьли и мастер Дворца звезд Лин Юлинь. Ханьли шел за Лин Юлинь, осматривая нефритовые стены вокруг него, и спросил: «Я не могу поверить, что гора божественной эссенции была помещена в такое место, действительно ли она так страшна?» «Страшна — это преуменьшение, брат Хань. Любые культиваторы ниже стадии зарождающейся души, которые случайно приблизились к этой горе, сразу же страдают от обратной реакции духовной силы, и в результате они могут с легкостью погибнуть. Культиваторы зарождающейся души могут оставаться с эссенцией божественного света чуть более длительный промежуток времени, но продолжительное пребывание на горе может привести к регрессу в культивации, с улыбкой объяснила Лин Юлинь. Теперь мне еще более любопытно узнать об этой горе божественной эссенции. Интересно, как эту гору обнаружили в первый раз, сказал Ханьли с задумчивым взглядом в глазах. Отец рассказывал мне об этом в прошлом. Во время одного из своих путешествий во внешнее море он был свидетелем того, как эта гора извергается из подводного вулкана. Чтобы перенести гору в это место, отцу пришлось приложить немало усилий, и у нескольких культиваторов формирования ядра даже регрессировала база культивации. После этого мои родители достигли первоначального владения эссенцией божественного света, а затем попытались усовершенствовать эту гору в качестве сокровища. Однако это была чрезвычайно трудоемкая задача, и даже когда они ушли из этого мира, они усовершенствовали только небольшую часть горы, объяснила Лин Юлинь. Хе-хе, если бы они успешно усовершенствовали эту гору, они, скорее всего, не были бы связаны с ней, хмыкнул Ханьли. Лин Юлинь лишь улыбнулся в ответ, но ничего не сказала. Завернув за угол, ее шаги остановились. Впереди вниз по коридору была массивная зеленая нефритовая дверь, а над дверью было бесчисленное множество мерцающих ограничительных талисманов разных цветов. Это то место, где мои родители когда-то культивировать. Это ограничения, которые они кропотливо устанавливали, чтобы изолировать пятиэлементную силу горы божественной эссенции. Говоря это, Лин Юлинь подняла руку, и над ее ладонью появился белоснежный нефритовый талисман. Затем она осторожно взмахнула талисманом в направлении ворот, на которых сразу же появилось изображение нефритового талисмана, сметая все ограничительные талисманы на нефритовой двери. Нефритовая дверь внезапно сильно задрожала, после чего раздался низкий жужжащий звук, и вся дверь начала двигаться. На лице Лин Юлинь появилось серьезное выражение, когда она открыла рот, выпустив синий нефритовый крюк. Крюк, казалось, обладал каким-то мистическим свойством и превратился в завесу голубого света, осевшую на теле Лин Юлинь. Только тогда она повернулась к Ханьли, предупреждая: сокровища, в которых нет сил 5 элементов, меньше всего подвержены эссенции божественного света. Ты, очевидно, намного сильнее меня, но даже тебе все же лучше быть бдительным и сохранять осторожность. Не волнуйся, госпожа Ли, я знаю свои пределы, с улыбкой ответил Ханьли. Золотой свет резко замерцал по всему его телу, после чего внезапно появился блестящий золотой световой барьер. Это был не что иное, как барьер ваджры, который культивировал Ханьли. Хотя это не был предмет, созданный из нефрита, это было что-то, что находилось за пределами царства 5 элементов. Лин Юлинь сначала запнулась, увидев это, а затем на ее лице появилась улыбка. Она подняла руку и подбросила талисман в воздух, а затем что-то произнесла своим небесным голосом.
Нефритовый талисман содрогнулся, и из него вылетели руны разных цветов, а затем исчезли в нефритовой двери. Звон, исходящий из нефритовой двери, также внезапно остановился, после чего она открылась наружу, раскрывая пещеру с обширным пространством белого света. Как только нефритовая дверь открылась, Хань Ли был поражен леденящим душу ощущением, что даже волосы на его теле встали дыбом. Его сердце трясло от шока, а через его меридианы, подобно неистово скачущим диким лошадям, хлынула духовная сила чистого древесного элемента. К счастью, он был мысленно готов к этому и активировал свое искусство меча лазурной эссенции. Только тогда он смог сбросить с себя это удушающее духовное давление, и духовная сила внутри его тела снова начала циркулировать нормальным образом. Выражение лица Хань Ли оставалось неизменным, но он был слегка потрясен внутренне. Он был поражен таким ужасным ощущением, несмотря на активированный барьер ваджры. Если бы он не стал его использовать, у него были бы большие проблемы. Хань Ли не был удивлен, что простое приближение к этой горе могло угрожать жизни обычного культиватора. Имея это в виду, Хань Ли невольно перевел взгляд на Лин Юйлинь. Даже несмотря на то, что этот синий световой барьер защищал ее тело, ее вены набухли от потока крови, а ее щеки слегка покраснели, из-за чего она выглядела чрезвычайно соблазнительной и привлекательной. Глава 1222. Сила 5 стихий. После того, как ее лицо вернулось в нормальное состояние, Лин Юйлинь вошла в пространство за нефритовой дверью. Хань Ли, естественно, последовал за ней внутрь. За нефритовой дверью была удивительно просторная пещера шириной около 10 тысяч футов и высотой более 1000 футов. Стены пещеры были вымощены неизвестными лазурными камнями, и в эти стены были встроены лунные камни, освещающие пещеру слабым белым светом. Однако ничто из этого не могло привлечь внимание Хань Ли. Его взгляд был полностью сосредоточен на маленькую гору в центре пещеры. На самом деле сложно было назвать ее маленькой горой, и она больше была похожа на гигантский камень. Камень был высотой около 600 футов с широким основанием, сужавшимся к вершине. Издалека казалось, что это миниатюрная гора. Поверхность горы была абсолютно черной и выглядела обычной. Сложно было поверить, что этот массивный камень был легендарной горой божественной эссенции. Это и есть гора божественной эссенции. Шаги Хань Ли дрогнули, глядя на гору перед собой прищуренными глазами. Верно. Когда-то он был серовато-белого цвета, но после того, как мои родители усовершенствовали небольшую ее часть, она стала абсолютно черного цвета. Лин Юйлинь остановился на несколько шагов перед Хань Ли, казалось, не желая двигаться дальше. Хань Ли стоял на месте и долго осматривал гору, а затем опередил Лин Юйлинь, медленно приближаясь к горе. По мере приближения Хань Ли чувствовал, что сила 5 элементов, исходящая от горы, стала заметно более мощной. Духовная сила в его теле снова начала бурлить. Но на этот раз Хань Ли был готов к этому, поэтому эффекты 5-элементной силы были подавлены после повторной активации его искусства меча лазурной эссенции. Вскоре он достиг маленькой черной горы. Хань Ли сложил руки за спиной, обойдя вокруг горы. В его глазах непрерывно мерцал синий свет, словно он пытался полностью разглядеть всю гору. Однако глаза духовного прозрения, которые никогда прежде его не подводили, в этот раз разочаровали его. Даже после того, как вся его магическая сила прильнула к его глазам, его зрение все еще не могло просочиться в гору, не говоря уже о том, чтобы изучить ее внутреннюю структуру. Попытка оценить гору своим духовным чутьем оказалась еще более бесполезной. Еще до того, как его духовное чутье сумело приблизиться к горе, оно было насильственно отторгнуто и сдержано силой 5 стихий. Хань Ли стоял с задумчивым выражением лица, а затем неожиданно сделал несколько шагов вперед и погладил гору рукой. Он обнаружил, что гора была гладкой и прохладной, как нефрит, и ее текстура полностью противоречила ее внешнему виду. На лице Хань Ли появилось легкое удивление. «Ты, кажется, немного ошеломлен, брат Хань. Ты ведь не думаешь, что эта гора фальшивая?» С улыбкой спросила Лин Юйлинь. «Хе-хе, независимо от того, подлинна она или нет, эта гора, безусловно, может разрушить духовную силу культиватора зарождающейся души. Даже если это не так называемая гора божественной эссенции, то, скорее всего, это сокровище того же ранга, тогда какой смысл подделывать ее? Усмехнулся Хань Ли. «Я рад, что ты так думаешь, брат Хань. Если ты действительно планируешь культивировать эссенцию божественного света, тогда тебе придется подумать о том, что ты хочешь сделать с этой горой. Если ты захочешь взять эту гору с собой, то даже с твоими необычайными способностями ты, скорее всего, не сможешь далеко с ней путешествовать далеко. В
прошлом, когда мой отец впервые обнаружил эту гору, ему пришлось культивировать сначала несколько первых слоев эссенции божественного света, и даже тогда он смог переместить ее из открытого моря в дворец звезд с помощью множества учеников дворца, и этот процесс занял у него более 10 лет. Я предлагаю тебе сначала культивировать в дворце звезд в течение нескольких лет, чтобы ты смог освоить хотя бы первые 2 слоя эссенции божественного света, а затем подумать над возможностью перемещения этой горы, предложила Лин Юлинь. Похоже, ты хочешь сказать, что я не смогу взять эту гору, если не начну культивировать эссенцию божественного света. Перемещать ее действительно настолько проблематично? Скептически спросил Хань Ли. Хе-хе, этого я не говорила. Ты определенно не менее могущественен, чем мой отец в расцвете сил, поэтому, возможно, у тебя есть какая-то секретная техника, которая позволит тебе взять эту гору с собой. В противном случае, тебе действительно придется обдумать план действий, прежде чем начать действовать, господин даосист Хань, с улыбкой ответила Лин Юлинь. Хань Ли немного подумал, а затем пробормотал: я все же попробую. Решившись, он сделал печать заклинания руками, а затем наложил заклинание на угольно-черную миниатюрную гору перед собой. Вспышка лазурного света, и заклинание вырвалось в воздух. Однако, когда оно было в футе от горы, заклинание было внезапно искривлено и взорвалось, рассыпавшись в блики лазурного света. Хань Ли нахмурился и быстро сделал несколько ручных печатей, чередуя заклинания разных цветов. Однако, независимо от того, какую печать заклинания он использовал, его усилия оставались совершенно бесполезными. Все они просто взрывались, не достигнув горы божественной эссенции. С мрачным выражением на лице Хань Ли прижал ладонь к поверхности горы. Однако он не стал сразу же убирать руку. Вместо этого он начал что-то петь, и на его руке начал мерцать духовный свет. Он пытался принудительно бросить заклинание прямо в гору. Однако, как только заклинание покинуло его руку, Хань Ли почувствовал огромную невидимую силу, стремительно приближающуюся к его руке. Духовная сила в его теле, которую он только что успел накопить, мгновенно вырвалась из его тела, яростно погрузившись в гору. Хань Ли резко изменился в лице, издавая низкий крик. Сверкающий золотой свет мгновенно высвободился из его барьера ваджры, после чего он резко протаранил им гору свободной рукой. Отшатнувшись, его тело вздрогнуло, отключив огромную силу всасывания горы. Только тогда Хань Ли вздохнул с облегчением, и выражение на его лице немного смягчилось. Если бы на его месте находился обычный культиватор на ранней или средней стадии зарождающейся души, их база культивации, скорее всего, была бы повреждена одним только этим испытанием. Лин Юлинь была в шоке при виде этого и поспешно спросила: «Брат Хань, ты в порядке?» Хань Ли кивнул, отвечая: «Я в порядке. Эта гора действительно довольно своеобразна, похоже, я не смогу взять ее с собой обычными способами. Я хочу остаться здесь на некоторое время и посмотреть, смогу ли я придумать другой способ забрать эту гору с собой. Если я не смогу это сделать, тогда придется придумать альтернативный вариант действий, когда придет время, хорошо. Конечно. Однако, даже несмотря на то, что ты достаточно могущественен, я бы посоветовала тебе не оставаться здесь слишком долго, пока ты не начнешь культивировать эссенцию божественного света. По моим оценкам, ты не должен оставаться здесь дольше 4 дней подряд, иначе твоя база культивации может быть повреждена. Я вернусь, чтобы проверить тебя через 3 дня, предупредила Лин Юлинь. Хань Ли кивнул в ответ, и Лин Юлинь передала ему свой нефритовый талисман, а затем поклонилась и ушла. Как только Лин Юлинь покинула пещеру, Хань Ли немедленно махнул нефритовым талисманом в своей руке в сторону нефритовой пещеры. Введя духовную силу в талисман, из него вылетело бесчисленное количество идентичных талисманов и прилепилось к двери. С тихим звоном дверь закрылась. Сделав все это, Хань Ли не стал сразу же исследовать гору божественной эссенции. Вместо этого он высвободил свое духовное чувство и начал тщательно исследовать пещеру вокруг него. Убедившись, что в пещере не было никаких ограничений, он не спеша вытащил пачку флагов формации из своей сумки, а затем бросил их в разные уголки пещеры. Дюжина или около того световых полосок мгновенно пролетели в воздухе и исчезли в земле. Вспышки желтого тумана начали вырываться из-под земли, скрыв всю пещеру в мгновение ока. После этого Хань Ли почувствовал себя достаточно уверенно и снова сосредоточил свое внимание на маленькой горе. Однажды в прошлом он видел подобное сокровище в форме могущественного древнего сокровища, называемого Тысячелетней горой. Однако Тысячелетняя гора просто напоминала гору, но по сути она все еще была идентична обычному сокровищу. Таким образом, разобраться с ней было не так хлопотно, как с этой горой. Гору божественной эссенции можно было сравнить с ежом. Как только он подходил к ней, она неизбежно высовывала свои шипы. Шар из лазурного света внезапно вылетел из его рукава, приняв форму маленького ребенка.
Хе-хе, эта маленькая девочка, похоже, очень хочет, чтобы ты культивировал эссенцию божественного света. Это была не что иное, как проекция бесконечного небесного зверя в его человеческом облике. У меня также возникло ощущение, что эта мастер дворца Лин действительно хочет, чтобы я культивировал эссенцию божественного света. И если я правильно помню, то эта техника довольно трудная, несмотря на то, что она циркулирует по всему морю рассеянных звезд в течение долгого времени. Только небесным звездным мудрецам удалось добиться большого успеха с культивацией этой техники. Если я хочу культивировать эссенцию божественного света, скорее всего, мне придется позаимствовать силу этой горы. Однако в этом случае я, скорее всего, буду связан с этой горой, как и небесные звездные мудрецы, спокойно проанализировал Хань Ли. «А хочешь сказать, что эта девчонка строит против тебя заговор?» — спросил маленький ребенок. Я бы не стал говорить об этом в таких суровых терминах. Однако, согласно ее плану, я, скорее всего, навсегда останусь в небесном звездном городе и буду вынужден присоединиться к Дворцу звезд. В противном случае, думаешь, эти небесные звездные мудрецы по доброте душевной решили отдать мне эти секретные техники в обмен на то, что я трижды помогу их дочери? Вдобавок ко всему, даже несмотря на то, что они дали мне много секретных техник, которые могли бы помочь мне перейти на стадию божественной трансформации, даже без глубокого анализа ясно, что только эссенция божественного света является по-настоящему жизнеспособным вариантом. Они явно установили мне ловушку прямо здесь, холодно хмыкнул Хан Ли, глядя на гору божественной эссенции. Разве эти двое не боялись, что ты увидишь их уловку? Маленький ребенок поджал губы. Пока я намерен перейти на стадию божественной трансформации, мне, скорее всего, придется идти по этому пути, хотя я знаю, что это ловушка. Поэтому небесные звездные мудрецы не боялись, что я увижу их уловки, поскольку у меня все равно нет выбора в этом вопросе. Однако, если я смогу каким-то образом найти способ забрать эту гору с собой до того, как я начну культивировать эссенцию божественного света, у меня не будет никаких проблем. Небесные звездные мудрецы были вполне уверены в этой горе божественной эссенции, но опять же, неудивительно, что они были уверены. Они были пойманы этой горой в течение нескольких веков, поэтому они, скорее всего, пытались сделать все возможное, но, вероятно, не смогли ничего с этим поделать, вздохнул Хань Ли, поглаживая подбородок. Тогда почему бы тебе не пойти по пути небесных звездных мудрецов и не заимствовать силу этой горы, чтобы культивировать свет божественной эссенции? Когда ты достигнешь определенного уровня мастерства, ты сможешь забрать эту гору обратно в небесный южный регион, не так ли? С улыбкой на лице предложил маленький ребенок. Глава 1223. Багровый духовный флаг. Разве я похож на того, у кого есть много времени? Даже если я справлюсь с первыми двумя слоями света божественной эссенции за короткое время и получу способность передвигать эту гору, я не смогу положить ее в мою сумку для хранения и не смогу с ней телепортироваться. Думаешь, я действительно смогу перенести ее обратно в небесный южный регион? Вздохнул Хань Ли. Твоя правда. Тогда у меня тоже нет хороших предложений. Если бы мы были в мире духов, я бы смог сохранить эту гору в моей всеобъемлющей сумке, но в этом мире маленький ребенок покачал головой с разочарованным выражением на лице. Хань Ли не знал, что это за всеобъемлющая сумка, но это явно было какое-то пространственное сокровище. Хотя он был удивлен узнать о существовании такого сокровища, он понимал, что в этом вопросе он не сможет положиться на бесконечного небесного зверя. Казалось, что ему придется самому придумать способ. Несмотря на то, что он хотел заручиться поддержкой горы божественной эссенции для культивации эссенции божественного света и достичь стадии божественной трансформации, он не хотел остаться заключенным в этом месте. Даже если ему бы пришлось быть пойманным в ловушку для культивации, он бы предпочел, чтобы это был не небесный звездный город. Точно так же он не хотел культивировать эссенцию божественного света в секте дрейфующих облаков. С его нынешней громкой репутацией в небесном южном регионе, новости о том, что он получил гору божественной эссенции, рано или поздно просочатся, и это вполне может привести к катастрофе для секты дрейфующих облаков, так же, как и для Дворца звезд. Лучше всего было найти чрезвычайно безопасное и никому неизвестное место, где он мог бы овладеть этим искусством культивации одним махом, не давая никому возможности устроить заговор против него. Однако было еще неизвестно, собирается ли он на самом деле использовать это искусство культивации. Сначала он должен был использовать ледяное пламя своих несокрушимых чевкающих демонов, чтобы попытаться прорваться на стадию божественной трансформации. Если ему удастся сделать это, ему не придется беспокоиться о культивации эссенции божественного света. В противном случае, независимо от того, насколько мощным было это искусство культивации, не стоило отказываться от своей свободы только ради возможности использовать его.
В любом случае, теперь ему нужно было выяснить, сможет ли он придумать способ забрать эту гору с собой. Если бы он мог решить этот вопрос, то, естественно, ему было бы ни о чем беспокоиться. Таким образом, Хань Ли отбросил ход своих мыслей и похлопал по сумке для хранения. В следующее мгновение в его руке сразу же появилось около дюжины талисманов, а затем он бросил их в сторону маленькой горы. В этом случае талисманам удалось закрепиться на поверхности горы, и, казалось, все было правильно. Хань Ли пришел в восторг при виде этого и сделал печать заклинания руками. Внезапно грянул взрыв, и все талисманы превратились в пепел во вспышках духовного света. Выражение лица Хань Ли стало мрачным, но он лишь слегка вздохнул и перевернул руку, достав пачку пластин формации. Подбросив пластины формации в воздух, он сделал жест заклинания, в результате чего они засверкали разноцветным светом и стали медленно вращаться вокруг маленькой горы. В то же время в пещере раздался звук пения. Около дюжины шаров света вращались вокруг горы божественной эссенции, набирая скорость. Внезапно на вершине горы вспыхнула вспышка лазурного света и, вспыхнув несколько раз, исчезла. Вскоре после этого из священного дворца на вершине священной горы послышалось 11 четких звонков колокола. Звон колокола походил на крики дракона, поднимающегося прямо в небеса, и был слышен в каждом уголке небесного звездного города. Сразу после этого Дворец звезд объявил, что великий культиватор Хань Ли официально присоединился к Дворцу звезд в качестве старейшины и в течение столетия собирался уединиться на священной горе. У всех, кто слышал эту новость, были смешанные эмоции по этому поводу, и лишь немногие были удивлены. В конце концов, если бы не тот факт, что Хань Ли лично убил Вана Тиньмина, именно Дворец звезд, а не коалиция Звездопада, прекратил бы свое существование. Ситуация в море разрозненных звезд не была бы на самом деле урегулирована, поэтому любая сила стала бы пытаться привлечь такого могущественного великого культиватора в свою сторону изо всех сил. Видя, что Хань Ли готов вступить в битву против коалиции Звездопада за Дворец звезд, у него должна была быть тесная связь с Дворцом звезд, поэтому не было ничего удивительного, что он стал их гостевым старейшиной. Таким образом, все силы, которые все еще что-то замышляли против Дворца звезд, немедленно отказались от этих нереальных планов. В мгновение ока многие секты и силы внутренних звездных морей полностью отключились от внешнего мира. Помимо культиваторов Дворца звезд, которые охотились на оставшихся в живых культиваторов коалиции Звездопада, все моря рассеянных звезд стали символом мира и спокойствия. С момента возникновения коалиции Звездопада в море рассеянных звезд беспорядки продолжались несколько столетий. Мало того, что за время войны между ними погибло огромное количество культиваторов этих двух сект, но и многие другие секты также пострадали. За это время было основано и уничтожено бесчисленное количество сил. Было совершенно очевидно, что Дворец звезд собирался править над всем морем рассеянных звезд, и они привлекли на свою сторону всемогущего великого культиватора, поэтому все остальные силы, естественно, стали чрезвычайно покорными. Ни один из них не хотел быть уничтоженным для примера всем остальным в море рассеянных звезд, не зная всех этих особенностей. Внушающий страх недавно приглашенный старейшина Дворца звезд на самом деле не медитировал и не культивировал в некой секретной комнате в небесном звездном городе, как было объявлено. Вместо этого он путешествовал по океану за бесчисленные километры от небесного звездного города в виде полоски лазурного света. Веселый голос маленького ребенка звучал в ушах Хань Ли. «Не думал, что ты согласишься стать гостевым старейшиной Дворца звезд. Несмотря на то, что они предложили тебе столько духовных камней, я думал, что ты отвергнешь их, пытаясь избежать неприятностей. Я действительно стараюсь избегать неприятностей настолько, насколько это возможно, но они предложили мне столько духовных камней, просто чтобы принять ложный титул, не выполняя никакой работы взамен. Почему бы мне не согласиться на это? Кроме того, ситуация в море рассеянных звезд практически стабилизировалась. Дворец звезд решил использовать мое имя, чтобы запугать все другие силы. Если бы я согласился присоединиться к Дворцу звезд и фактически остаться там, все старейшины Дворца звезд были бы гораздо более обеспокоены, с холодной улыбкой ответил Хань Ли. Неудивительно, что они были бы обеспокоены. С твоим уровнем культивации ты мог силой захотеть остаться в Дворце звезд. Разобравшись со всеми старейшинами, ты мог бы создать группу верных последователей, и Дворец звезд стал бы твоим примерно через 300 лет, ответил маленький ребенок с легкой улыбкой на лице. Если бы я не стремился подняться в мир духов, а хотел только создать секту в мире людей, это действительно было бы хорошим вариантом. В противном случае, зачем мне делать все эти бесполезные вещи? Хань Ли сказал это таким безэмоциональным тоном, словно совершенно не заинтересован в такой перспективе. Маленький ребенок немного помолчал, а потом издал слабый вздох. «Я очень восхищаюсь твердостью твоего сердца в стремлении к великому Даа, господин даосист Хань. Будь я на твоем месте, я бы поддался соблазну овладеть такой мощной силой.
Чтобы попасть в мир духов из мира людей, нужно обладать огромной силой воли. Я не святой, я бы соврал, если бы сказал, что меня не соблазняет перспектива захвата Дворца Звезд. Однако в настоящее время я не могу позволить себе тратить время на такие тривиальные вопросы. Ты — небесный духовный зверь, господин даосист — бесконечный небесный зверь, и твоя продолжительность жизни намного превосходит мою, так что ты, естественно, и внимания не обратишь на несколько коротких веков, спокойно ответил Хань Ли. Это правда. Однако очень жаль, что в конце концов ты не смог взять с собой гору божественной эссенции. Все в порядке, пока она находится во Дворце Звезд. Не похоже, что кто-то сможет ее вынести, так что я могу вернуться к ней, когда она мне действительно понадобится для моей культивации. Единственное, что беспокоит, это то, что я не думал, что переместить гору будет настолько хлопотно. Я перепробовал все доступные мне методы, но все равно не смог ее уменьшить, нахмурившись, сказал Хань Ли. Действительно, ты попробовал все, что только можно, в течение этих нескольких дней в этой пещере, но эта гора была как неразрушимый объект, неуязвимый ко всем сокровищам и заклинаниям. Похоже, что в человеческом мире нет ничего, что могло бы его сжать, на лице маленького ребенка появилось вдумчивое выражение. Разве ты не упомянул о мощном пространственном сокровище, которое может охватить всю эту гору? Вдруг спросил Хань Ли. Ты имеешь в виду всеобъемлющую сумку, в которой находится мое истинное тело в мире духов? У тебя есть сокровища, похожие на него? Позвольте мне прояснить тебе. Обычное пространственное сокровище определенно не сможет удержать эту гору божественной эссенции, предупредил маленький ребенок. Хань Ли ненадолго замолчал, а затем ответил: у меня нет полного сокровища такого рода, но у меня есть половина его. Я только вспомнил, что у меня это появилось совсем недавно, и я, возможно, мог бы использовать это, чтобы переместить эту гору. Половина сокровища. Маленький ребенок был слегка ошарашен. На лице Хань Ли появилась легкая улыбка, и он неожиданно похлопал по сумке для хранения. Вспыхнул черный свет, и странный объект сразу появился перед его глазами. Это был тот неполный флаг черного ветра. Этот флаг был чрезвычайно мощным пространственным духовным сокровищем, поэтому у него, естественно, не было проблем с хранением этой горы. Единственная проблема заключалась в том, что осталась только половина этого флага, поэтому неудивительно, что Хань Ли называл его половиной сокровища. При виде этого предмета изо рта маленького ребенка вырвался слабый крик удивления, и из рукава Хань Ли немедленно вылетел шарик лазурного света. Шар света в мгновение ока превратился в проекцию маленького ребенка, и он махнул рукой в сторону предмета, который держал Хань Ли. Половина флага черного ветра качнулась и полетела прямо к маленькому ребенку. Последний поймал флаг и начал тщательно его осматривать. Этот предмет раньше был духовным сокровищем, верно? Пространственное духовное сокровище встречается довольно редко, даже в мире духов. Но как это сокровище пришло в такое состояние? Какая жалость! После длительного осмотра маленький ребенок бросил флаг обратно к Хань Ли серьезным выражением лица. Как думаешь, господин даосист бесконечного неба, это сокровище можно восстановить? Спросил Хань Ли. Видя, что это сокровище раньше было духовным сокровищем, восстановить его до прежнего состояния будет очень трудно. Однако, если бы ты захотел усовершенствовать его снова, было бы возможно превратить его в пространственное сокровище немного более низкого ранга. Помнится, есть пространственное сокровище, известное как багровый духовный флаг, который напоминает это сокровище, но если ты хочешь усовершенствовать его. Голос маленького ребенка внезапно оборвался. «Но что?» — спросил Хань Ли. Для усовершенствования этого сокровища требуются определенные второстепенные материалы, которые тебе не составит труда получить, учитывая твой нынешний статус. Однако для усовершенствования флага требуется жертва в виде большого количества живых душ. Сила флага также будет напрямую и полностью зависеть от количества живых душ, принесенных в жертву в процессе усовершенствования. Это одно из 7 зловещих сокровищ мира духов, и едва ли его кто-либо усовершенствовал в мире духов. Если ты хочешь сохранить гору божественной эссенции флаги, тебе нужно пожертвовать по крайней мере несколькими миллионами живых душ. Что касается превращения этого флага в другие типы пространственных сокровищ, это теоретически было бы возможно, но ты не сможешь в этом мире найти необходимые материалы. Только багровый духовный флаг является жизнеспособным вариантом. В противном случае ты не сможешь найти такое сокровище в своем мире людей, объяснил маленький ребенок. Глава 1224. Попытка прорыва к стадии божественной трансформации. Нужно принести в жертву множество живых дух. Хань Ли резко изменился в лице, услышав это. Хе-хе, я уже давал тебе консервативную оценку. Если ты хочешь по-настоящему раскрыть силу багрового духовного флага, тебе потребуются десятки миллионов живых душ.
Я лишь назвал тебе приблизительное количество душ, даже если ты хочешь использовать только флаг для хранения объекта. Настоящий багровый духовный флаг не является божественным духовным сокровищем, но он недалек от обычного духовного сокровища. Его искали бесчисленное количество культиваторов за его пространственные способности, хихикнул маленький ребенок. Десятки миллионов живых душ. Если я не уничтожу целый большой город или остров, я не смогу собрать столько живых душ. Стой, возможно, я смогу собрать эти души, не делая чего-то настолько отвратительного. Поначалу Хань Ли твердо покачал головой, но затем ему пришла в голову мысль. Ты нашел более приемлемый для тебя способ, господин даосист Хань. Реакция Хань Ли застала врасплох маленького ребенка. Хань Ли не стал сразу же отвечать на вопрос маленького ребенка. Вместо этого он снова похлопал по сумке для хранения. Оттуда вспыхнул зеленый свет, после чего в его руках появились два маленьких зеленых флага. Каждый флаг был размером всего в несколько дюймов и переливался зеленым светом и рунами, что указывало на то, что они были явным сокровищем. Это были два флага рассеивания призраков, которые он получил во время своего путешествия по Великому Циню, и один из них он даже забрал у самого старого дьявола Цаня. Другой флаг подвергся девалификации от инъекции дьявольской ци и находился во владении второй зарождающейся души. Что это? Легкий духовный свет вспыхнул в глазах маленького ребенка, но он не узнал эти флаги, что неудивительно. Во время путешествия Хань-Эль и Нагаорикуню в Великом Цине у аватара бесконечного небесного зверя еще не было интеллекта, поэтому он, естественно, не видел, как Хань Ли получил эти два сокровища. Однако он, естественно, мог обнаружить удивительную духовную ци, исходящую из флагов рассеивания призраков. Смогу ли я усовершенствовать иньские души в этих флагах и использовать их для создания багрового духовного флага? Спросил Хань Ли. Маленький ребенок внимательно осмотрел флаги рассеивания призраков в руках Хань Ли и сказал: это действительно возможно. Однако, хотя эти два сокровища не такого же ранга, что багровый духовный флаг, они все же являются необычными предметами. Если ты сделаешь это, они будут полностью разрушены. Кроме того, душ в этих флагах недостаточно для усовершенствования багровых духовных флагов. Хорошо, эти два сокровища действительно довольно могущественны, но у меня уже есть более одного духовного сокровища, и они больше не очень полезны для меня с моей нынешней базе культивации. Что касается недостатка душ в этих флагах, то если бы у меня было около десятка таких флагов, этого было бы достаточно, верно? Спросил Хань Ли осмысленным голосом, поглаживая подбородок. Дюжина или около того? Теперь я понял. Эти два флага являются частью целого набора, верно? Значит, у тебя еще есть такие. Маленький ребенок был довольно удивлен этим заявлением. Сейчас у меня больше нет подобных флагов, но я знаю, где можно найти остальные. На самом деле, я знаю о другом типе сокровищ, содержащих гораздо больше душ, чем эти флаги рассеивания призраков. Жаль, что в настоящее время сокровище принадлежит демоническому зверю стадии божественной трансформации. Так что пока что я не могу с ним сразиться. Еще одна мысль пришла в голову Хань Ли, и на его лице появилось довольно унылое выражение. Естественно, он имел в виду флаг тысячи демонов, которым владел этот старый дьявол из долины тысячи демонов. Он лично испытал огромную мощь этого флага, и он знал, что демонических душ в этом флаге было гораздо большего, а их качество также было намного лучше. Это сокровище, несомненно, будет более подходящим для усовершенствования багрового духовного флага. Маленький ребенок, естественно, не знал, о каком сокровище говорит Хань Ли, и не собирался спрашивать об этом. Он просто сказал равнодушным голосом: «Если ты сможешь собрать достаточно душ, то я буду готов даровать тебе технику усовершенствования багрового духовного флага бесплатно. Этот цвет божественной эссенции довольно интересен, и мне также любопытно увидеть, насколько мощным он будет после того, как ты овладеешь им. Ты планируешь собрать все эти знамена, когда вернешься в небесный южный регион, господин даосист Хань? Не нужно спешить. Мне придется подождать, пока я не достигну пика поздней стадии зарождающейся души и полностью усовершенствую ледяное пламя несокрушимых чевкающих демонов. В конце концов, оставшиеся флаги рассеивания призраков находятся во владении у дьявольского культиватора стадии зарождающейся души, поэтому мне нужно сначала заняться своей культивацией. А сейчас нужно вернуться в небесный южный регион. Хань Ли покачал головой. Хорошо, сделаем так, как скажешь. Когда мы вернемся, я передам тебе технику усовершенствования багрового духовного флага, чтобы ты мог начать собираться второстепенные материалы, и тебе не пришлось бы тратить время на это позже. Маленький ребенок небрежно пожал плечами, а затем его тело исчезло. Хань Ли был рад услышать это и ускорился в полете, быстро исчезнув вдали. Несколько месяцев спустя Хань Ли вернулся в небесный южный регион, используя древнюю транспортную формацию.
Он убрал шестикрылых ледяных многоножек, охранявших транспортную формацию, а затем снова уничтожил ее и покинул пещеру. Еще через 2 месяца Хань Ли вернулся в горы мечтательных облаков в государстве Си. Он проинформировал Люлу о своем возвращении с помощью талисмана передачи голоса, а затем направился к объединенным вершинам. В это время Наньгун Ван все еще находилась в уединении. Хань Ли, естественно, не стал мешать ей культивировать. Несколько лет в разлуке ничего не значило для таких культиваторов, как они. Весь мир культивации в небесном южном регионе даже не знал, что культиватора номер 1 в их регионе даже не было в секте дрейфующих облаков. Тем не менее, Люло вдохнул с облегчением, получив известие о возвращении Хань Ли. Секта дрейфующих облаков полностью держалась на репутации Хань Ли. И если в секте не появится еще 3 или 4 культиватора зарождающейся души, статус секты дрейфующих облаков как суперсекты будет под вопросом, если Хань Ли не будет рядом. Как только Хань Ли вернулся в свою пещерную резиденцию, он высвободил свой летающий меч, чтобы послать нефритовую пластинку Лююй. На этой нефритовой пластинке был список второстепенных материалов, необходимых для усовершенствования багрового духовного флага, и он просил ее попытаться собрать эти материалы в период его уединения. После этого он снова вошел в секретную комнату и продолжил культивировать последний слой искусства, меча лазурной эссенции, а также культивировать ледяное пламя несокрушимых чевкающих демонов. Время прошло, как текущая вода. В мгновение ока пролетело 50 лет. В этот период Хань Ли почувствовал, что Наньгун Ван однажды вышла из уединения, и он также временно завершил свою культивацию, чтобы встретиться с ней. Затем они вдвоем путешествовали вместе полгода. Во время их путешествий Хань Ли полностью погрузился в близкие отношения с Наньгун Ван, и по возвращении они снова вошли в уединение. Если подумать, культиваторы были довольно жалкими существами. С одной стороны, они обладали мощными способностями и длительной продолжительностью жизни, недоступной смертным, но с другой стороны, они были как белки в колесе, постоянно культивирующие до скончания своей продолжительности жизни, чтобы попытаться постичь чрезвычайно бесконечно малый шанс достижения бессмертия. Этот образ жизни был бы терпимым для тех, кто естественно родился с огромной силой воли, но этого было достаточно, чтобы свести с ума некоторых обычных культиваторов. Если бы они продолжали культивировать, их шансы достичь великого Да были бы все равно невероятно малы, и они действительно не хотели проводить остаток своей жизни в таком уединении. Однако они уже вступили на путь культивации и не желали отказываться от возможности достичь бессмертия, какими бы незначительными ни были их шансы. Кроме того, было также очень заманчиво продвинуться в культивации, поскольку это продлило бы их продолжительность жизни. Таким образом, в мире культивации существовали две крайности. Были некоторые культиваторы среднего ранга с низкими способностями и основами культивации, у которых не было оптимистичного настроя в отношении своих шансов на дальнейшие достижения, поэтому они вообще отказались от культивации. Некоторые из них жили в окружении наложниц и веселились до конца своей жизни, в то время как другие возвращались в свои родные города, основали там аристократическую семью и правили местом, откуда были родом. На другом конце спектра находились высокоранговые культиваторы, кто чувствовали себя намного ближе к конечной цели достижения бессмертия и не хотели терять время. Они были полностью поглощены своей культивацией и не обращали внимания ни на что другое. Хань Ли и Наньгун Ван явно относились к последним. Один из них находился на поздней стадии зарождающейся души, а другой — на средней стадии зарождающейся души, поэтому они стояли на вершине пирамиды среди культиваторов человеческого мира. Если они могут вознестись в мир духов, они действительно не будут далеко от бессмертия. Таким образом, даже несмотря на то, что они оба очень любили друг друга, они приходилось проявлять большую сдержанность, когда дело дошло до того, чтобы потворствовать их отношениям. Парная культивация была полезной, но используемые им навыки культивации не включали парную культивацию как средство прогрессирования и улучшения в магической силе, к которым приводила парная культивация, была для них совершенно незначительной при их нынешних уровнях силы. Оба они были обеспокоены тем, что чрезмерная снисходительность в парной культивации отрицательно скажется на их мышлении и их решимости преследовать великий Да, поэтому им приходилось сдерживаться, когда речь шла о физическом аспекте их отношений. Вместо этого, из-за их общего стремления к великому Да, они оба сформировали очень сильное молчаливое понимание друг друга, поэтому, даже несмотря на то, что они в некоторой степени сохраняли обет безбрачия, связь между ними все еще была чрезвычайно решительной. Таким образом, после того, как они снова ушли в уединение, ни один из них не спешил выйти снова. Однажды посреди ясного неба, в воздухе над объединенными горными вершинами внезапно раздался раскат грома. Вся мирская ци в радиусе нескольких сотен километров вокруг главной вершины внезапно стала клубиться вокруг нее.
Бесчисленные сферы разного цвета размером с кулак появились из-под земли и скал, а затем быстро сошлись к главной вершине, создавая мерцающее духовное облако размером в несколько гектаров, создавая захватывающее световое шоу для созерцания. Пещера Ханьли стояла в самом эпицентре этого удивительного явления. Такой поразительный поворот событий, естественно, насторожил всех учеников Ханьли, которые также жили на объединенных вершинах, включая Наньгун-Ван. Все они выбежали из своих комнат и с ошеломленным выражением смотрели в небо. Объединенные вершины были очень близки к секте дрейфующих облаков, поэтому высшие члены секты, естественно, заметили происходившее. Из секты дрейфующих облаков вырвалось около дюжины световых полосок, которые направились прямо к взаимосвязанным пикам. Впереди всех были Люло и Сун Юй, которая также достигла стадии зарождающейся души. У них обоих были торжественные выражения на лицах. Позади них была женщина в белом халате, летевшая в воздухе с ликующим выражением на лице. Естественно, она была никто иная, как Лю Юй. За прошедшие годы уровень ее культивации не сильно улучшился, но она была самой важной фигурой в секте ниже старейшин зарождающейся души из-за того, что она, по сути, была представителем Ханьли. Даже Люло и Сун Юй относились к ней с большим уважением. Глава 1225. Еще одно долгое путешествие. Лю Юй была очень взволнована. Если база культивации Ханьли продвинется еще дальше, то она, несомненно, достигнет еще более высокого статуса в секте, и это, естественно, принесет ей большую пользу. На самом деле, после того, как она испытала удовольствие, которое ей принесли сила и влияние, она не могла успокоить свое сердце и вернуться к культивации. В конце концов, даже культиваторы зарождающейся души должны были относиться к ней с большим уважением, и это было ей очень приятно. Кроме того, она хорошо знала об ограничениях своих собственных способностей. После попытки и неудачи нескольких прорывов на стадию зарождающейся души она сдалась в этом начинании и полностью посвятила себя оказанию помощи Люло в управлении сектой дрейфующих облаков. Даже если она не сможет достичь великого Да, она не захотела закончить свою жизнь, так и не сделав чего-то важного. Таким образом, она действительно внесла значительный вклад в быстрое расширение секты дрейфующих облаков. Люло была очень доволен ее преданностью делу для улучшения секты и дал ей больше юрисдикционных полномочий, когда дело касалось вопросов в секте. Группа из секты дрейфующих облаков подлетела к объединенным вершинам, она была остановлена ограничениями. Они подняли глаза и увидели, как падающее духовное облако в небе стало превращаться в гигантскую воронку, словно собираясь медленно спуститься на объединенные вершины, и они поспешно отправили талисман передачи голоса в ограничение. Через несколько мгновений туман, стоящий у них на пути, вздрогнул, а затем расступился, открывая проход, через который группа немедленно вошла без каких-либо колебаний. Выйдя из тумана, они сразу же встретили Мупейлин. Она держала в руке желтый флаг формации и молча ожидала их прибытия. Мупейлин выражает свое почтение старейшинам секты дрейфующих облаков. Старшая сестра Наньгун давно ждет. Пожалуйста, пойдемте со мной. Мупейлин убрала флаг формации, а затем почтительно указала на одну из объединенных вершин. Люло и его группа, естественно, не возражали против этого, и они сразу же подлетели к этой горной вершине. На вершине обнаружили Наньгун-Ван, стоящую в белом роскошном платье, словно она была небесной девой, спустившейся с небес. Однако на ее лице было сложное выражение, и она просто кивнула в знак приветствия Люло и остальных. Все ее внимание было полностью сосредоточено на явлении, происходящем поблизости, и в ее глазах мерцали намеки на беспокойство и тревогу. Рядом с ней стояли мужчина и женщина, Тянь Циньер и Ши Цзянь. Оба они также достигли стадии формирования ядра несколько десятилетий назад. Тянь Циньер приняла таблетку вечной молодости, чтобы сохранить внешность молодой женщины лет 17. Несмотря на то, что прошло столько лет, она все равно выглядела практически точно так же, как когда Ханьли впервые взял ее под свое крыло. После того, как они выразили свое уважение Сун Юй и Люло, они снова встали позади Наньгун-Ван с уважительными выражениями на лицах. Старейшина Наньгун, младший боевой брат Хань, пытается прорваться на стадию божественной трансформации. Взволнованно спросил Люло. Помимо прорыва на стадию божественной трансформации, что еще могло вызвать такое зрелище? Это небесное предзнаменование существует уже какое-то время, так что прорыв, кажется, идет не очень гладко, с беспокойством ответила Наньгун-Ван. Почему? Младший боевой брат Хань уже смог вызвать такое удивительное явление, не так ли? Эль Юло был очень удивлен ее словами. Наньгун-Ван, похоже, провела довольно много исследований о достижении стадии божественной трансформации, и она предложила свой собственный анализ.
Прорыв будет успешным только после того, как духовное облако в небе будет вызвано на вершину горы, а затем сольется с его телом. Однако духовное облако спускается очень неохотно, что является признаком того, что он все еще не может в достаточной степени контролировать первородную мирскую ци. Скорее всего, этот прорыв не может стать успешным. Услышав слова Наньгун Вана, все снова обратили свое внимание на духовное облако на небе. Как она и сказала, мерцающее духовное облако несколько раз пыталось спуститься к вершине горы, но во всех этих случаях его отражала невидимая сила. В результате оно не смогло по-настоящему спуститься на вершину горы, и этот процесс действительно выглядел довольно хлопотным и трудоемким. Сердце Люло дрогнуло при виде этого, и он больше не задавал вопросов. Все, что он делал, это продолжал пристально смотреть в небо, не моргая. Сун Юй ничего не сказала, но ее беспокойный взгляд говорил о многом. У всех остальных культиваторов были смешанные эмоции, но среди них были двое старейшин стадии зарождающейся души, и никто из них не осмелился сказать что-либо. В этот момент духовные облака, спускающиеся с неба, внезапно с силой задрожали. Раздался своеобразный звон, после чего массивное облако немедленно начало падать и неустойчиво подниматься. В следующее мгновение облако с грохотом взорвалось духовным светом разных цветов и полностью исчезло. Все сферы духовного света, летевшие к вершине горы, также мгновенно исчезли. Внезапно все вокруг объединенных вершин вернулось в норму. При виде этого на лице Наньгун Ван появилось задумчивое выражение. В этот момент Сун Юй внезапно нарушила свое молчание. У старшего боевого брата Хана, очевидно, уже осталась одна ступенька на пути к стадии божественной трансформации, и он потерпел неудачу только на последнем препятствии. С текущей продолжительностью жизни и культивацией старший боевой брат Хань может сделать еще много попыток, и это только вопрос времени, прежде чем он добьется успеха. На лице Люло также было довольно унылое выражение на лице, но он кивнул, согласившись со словами Сун Юй. Действительно, младший боевой брат уже способен вызвать такое удивительное явление во время своей первой попытки прорыва, и я уверен, что для него не будет проблемой перейти на стадию божественной трансформации. Наньгун Ван, немного помолчав, сказала с наигранной улыбкой на лице: «То, что вы говорите, действительно верно, но Хань Ли всегда был чрезвычайно осторожен и точен в своей культивации. Если он пытается прорваться к стадии божественной трансформации теперь, тогда он, должно быть, сделал все приготовления, которые только мог. Он должен быть не в состоянии продвинуться дальше в своей базе культивации, прежде чем решиться попытаться сделать этот последний шаг. В этом случае, если ему не подвернутся более подходящие возможности, то, даже если он совершит еще несколько попыток, скорее всего, его усилия ни к чему не приведут». Люло и Сун Юй, естественно, тоже знали об этом, и они только пытались предложить слова утешения. Услышав откровенное признание Наньгун Ван, они не знали, что сказать в ответ. Лю Юй, естественно, тоже чувствовала себя разочарованной. Как только она собиралась что-то сказать, голос Хань Ли внезапно раздался изнутри главной вершины. Даже издалека его голос был отчетливо слышен всем, словно он говорил прямо перед ними. «Ванер, видя, как старший боевой брат Лю и младшая боевая сестра Сун уже прибыли, почему бы тебе не пригласить их в мою пещерную резиденцию? Я собираюсь покинуть небесный южный регион на некоторое время после этой провальной попытки, и я хотел бы им сказать кое-что, прежде чем я уйду. Пусть Лю Юй тоже пойдет с ними». Наньгун Ван слегка запнулась, услышав это, а затем повернулась к Люло и другим с улыбкой, и она сказала: «Старший боевой брат Лю, младшая боевая сестра Сун, пойдем вместе». Люло и Сун Юй переглянулись между собой, а затем полетели к главной вершине вместе с Лю Юй. Тянь Циньер и Ши Цзянь были весьма разочарованы тем, что их не позвали, но им оставалось только ждать вместе со всеми другими культиваторами формирования ядра. Без указаний Наньгун Ван или других старейшин группы культиваторов формирования ядра тоже не смело уходить. Когда Сун Юй и другие ушли, все они начали энергично обсуждать между собой произошедшее. Те немногие культиваторы, которые были знакомы с Тянь Циньер и Ши Цзинем, подошли к ним и завели разговор. Тянь Циньер и Ши Цзянь уже достигли стадии формирования ядра, но из-за строгих указаний Хань Ли большую часть времени они культивировали в своих пещерных резиденциях и были очень рады возможности поговорить с кем-то. Прошло несколько часов, но Наньгун Ван и другие все еще не вышли из пещеры Хань Ли. Все культиваторы, ожидающие снаружи, могли только догадываться о том, что они обсуждали. 3 месяца спустя из гор мечтательных облаков вырвалась полоска лазурного света, исчезнувшая вдали в мгновение яйка. Лишь через несколько дней из секты дрейфующих облаков распространились новости о том, что великий старейшина Хань покинул секту, чтобы отправиться в путешествие. Цели и сроки его поездки не были разглашены, поэтому никто не мог точно определить, почему он ушел. Эта новость была не так уж удивительна для всех.
Это произошло из-за того, что новость о его неудачном прорыве на стадию божественной трансформации уже распространилась по всему миру культивации небесного южного региона, и практически все секты узнали об этом. Это стало облегчением для всех сект, кто осторожничал с Хань Ли. Несмотря на то, что Хань Ли уже был культиватором номер 1 в небесном южном регионе, если бы он достиг стадии божественной трансформации, его продолжительность жизни была бы увеличена более чем до 2000 лет. Это было просто слишком долго для всех сект, которые преследовали амбиции запечатлеть свой след в небесном южном регионе в будущем. Никто из них не хотел, чтобы гегемония Хань Ли длилась так долго. Видя, что Хань Ли не смог продвинуться на стадию божественной трансформации, всем было ясно, почему он теперь решил отправиться в путешествие. В конце концов, одной лишь культивации явно было бы недостаточно, чтобы добиться дальнейших улучшений, поэтому ему оставалось только искать возможности, которые могли стать катализатором для прорыва. Конечно, шансы на его успех на самом деле были ничтожно малы. В противном случае, 3 великих культиватора небесного южного региона не застряли бы на поздней стадии зарождающейся души на протяжении многих веков. После ухода Хань Ли в небесном южном регионе остались только 2 культиватора на поздней стадии зарождающейся души. Великий старейшина Союза 9 наций Вэй Уэ скончался более 100 лет назад. Тем не менее, секта блуждающего разума хранила это в секрете много лет, и новости об этом начали распространяться только несколько лет назад. Это было самым шокирующим событием, произошедшим в небесном южном регионе за последние годы. В результате Союз 9 наций погрузился в беспорядки, и многие секты и державы разразились конфликтом после раскрытия этой новости. Хань Ли чувствовал себя довольно несчастным, услышав об этом, когда вышел из уединения. Несмотря на то, что Вэй Вуй находился всего в одном шаге от стадии божественной трансформации, именно этот шаг лишил его возможности продолжать преследование великого Даа. Это был довольно удручающий конец для такой легендарной фигуры небесного южного региона. Тем не менее, его кончина только укрепила решимость Хань Ли в его стремлении к великому Даа. Для него все было тривиально, если бы он не мог достичь бессмертия. Неважно, насколько могущественным он стал, все кончится, и его наследие перестанет существовать в какой-то момент. Он не желал смириться с такой судьбой.